Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Есть ли будущее у ваших отношений?». У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте свою колоду, загадывайте своего человека, можно загадать троих. И давайте будем смотреть. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу, кому нужно время. И начиная с первой позиции, мы рассмотрим, есть ли будущее у ваших отношений с загаданным человеком. Так, первая позиция. Давайте посмотрим, что между вами сейчас, что у вас в отношениях сейчас происходит с загаданным человеком. Десятка кубков. Вы знаете, а здесь очень многие смотрят либо на своего избранника. Десятка кубков – это символ семьи. Если, конечно же, кто-то из вас в семье, да, это символ того, что текущие семьи, если, допустим, вы в других отношениях в браке, либо партнер в других отношениях в браке, здесь в данном случае те семьи, они на текущий момент нерушимы. Но, как правило, здесь очень положительные карты. Здесь у большинства отыграется то, что вы смотрите на своего потенциального партнера, либо на того человека, с которым вы в достаточно крепких отношениях. Возможно, это ваш супруг, возможно, это ваш жених. Но здесь прекрасные карты, и они говорят о том, что человек готов делать вам шаги навстречу. И вы в этих отношениях действительно по тузу мечей получаете все, что вы хотите. Между вами гармония, между вами взаимопонимание, родственность душ. Здесь такое состояние, когда вы действительно друг к другу тянетесь, вы друг для друга предназначены. И все планируемые события, все, что вы себе наметили, все это осуществляется, все это реализовывается. Плюс, смотрите, вот этот принц пентаклей, да, и туз мечей, это символ того, что вы как будто стоите на пороге принятия некого решения, но это решение у большинства будет такое, знаете, вот победоносное, положительное. Давайте посмотрим, чего же хотите вы в этих отношениях. Чего же хотите вы? Король пентаклей, императрица. Мечей. Смотрите, но опять же сплошные фигурные карты. Во-первых, для тех, кто смотрит на своего постоянного партнера, на своего постоянного спутника, да, здесь вы понимаете, что вы согласны с вашими ролями. Мужчина, женщина. И на текущий момент вам нужно пройти какие-то такие, знаете, вот как уроки, как некую такую проверку на прочность, через которую, пройдя, вы укрепите ваши отношения. Для тех, у кого, как я сказала ранее, есть другие отношения, то вы те отношения рушить не планируете. Если вы в своей семье, он в своей семье, здесь понимание того, что семьи вы рушить не собираетесь, семьи вы трогать не будете. И вы достаточно осторожны в принятии своих каких-то решений, в том, что вы планируете, в том, что вы собираетесь реализовывать. Давайте посмотрим, чего же хочет он. Ему очень важно партнерство с вами. Он понимает, что вы друг другу очень важны и необходимы. Но дело в том, что он находится не в самой завидной позиции. Здесь он должен свои границы защищать. Вы знаете, здесь все-таки найдутся те, кто смотрит на несвободного человека, либо же те, кто сам не свободен. И в данном случае... Здесь, как я уже сказала, семьи рушиться не собираются, и ваш партнер, он рассчитывает на отношения тайного формата. И ему важно не потерять то, что он имеет. Он с удовольствием хочет сохранить с вами взаимодействие, он с удовольствием планирует продолжить с вами и общение, и дальнейшее продолжение отношений, но ему важно не потерять то, что он имеет. Здесь ему важно, знаете, даже не победить, а не проиграть. Не потерять то, что он так долго создавал. И он настроен вот именно на отношения такого тайного формата.
Для тех, кто смотрит на свободного человека и для тех, кто сам свободен, да, такие здесь тоже могут отыгрываться варианты, потому что расклад общий. Здесь тот человек, на которого вы смотрите, он как будто бы преодолевает те трудности, вот от него зависит, насколько хорошо, насколько продуктивно вы эти сложности пройдете. Да, за вами будет победа, но он в таком очень двойственном положении. Давайте уточним для тех, у кого все свободны. Здесь может проходить и работа, и какие-то вот у кого-то кредиты, у кого-то данные обязательства. Да, 5 жезлов. Здесь финансовый вопрос у многих очень остро стоит, потому что человек понимает, что вы друг другу нужны, но на сегодняшний день он не может себе всецело позволить того, чего он хотел бы. Он будет стараться делать шаги навстречу к тем планам, которые он наметил в отношении вас, но на сегодняшний день он, знаете, он пока повременит с тем, чтобы дать вашим отношениям какой-то либо официальный статус, либо какой-то новый виток, потому что здесь финансовый вопрос, вопрос благополучия стоит очень остро. И к чему же вы придете? Есть ли у вас вообще будущее-то? Есть ли будущее у ваших взаимоотношений? 10 пентаклей, да. Смотрите, во-первых, для тех, у кого все свободны, кто смотрит на свободного мужчину и кто сам свободен, здесь однозначно вы, как изначально начали с семейной карты, также здесь с семейной картой все и продолжается. Вы те люди, союз которых не будет разрушен какими-либо трудностями, да? Вы те люди, которых не разъединит время. И здесь семья и вот именно партнерские отношения, они вам обеспечены. Для тех, кто смотрит на семейного человека, либо в другой семье, в других отношениях состоит сам, здесь также вы в семье и останетесь. И жезловая королева символизирует то, что, во-первых, для тех, у кого есть соперница, она так и останется, но для тех, кто свободен, здесь вот именно вы являетесь жезловой королевой, которая будет решать, быть вам вместе с этим человеком или не быть, потому что ему трудно, ему сложно. Это у вас идет четкая уверенность в том, что вы хотите его видеть рядом с собой, вот именно как постоянного спутника, да, как мужа, как отца своих детей. У него масса сомнений. Он понимает, что вы ему нужны, но он не уверен, ну давайте скажем, в своей платежеспособности. Поэтому здесь, конечно же, будущее у вас есть, но все зависеть будет от женщины. Во-первых, да, здесь женщина будет решать, выводить отношения на новый виток или не выводить. Поэтому будущее однозначно у вас есть, но для тех, у кого отношения не свободные, здесь семьи останутся нерушимы. И в основном ваши отношения будут на расстоянии, в основном это будут переписки, взаимодействие через соцсети, через интернет. Для тех, у кого все свободны, вас ждет семья и выход на новый уровень ваших отношений. Да, здесь, возможно, знаете, даже вы его подтолкнете, своего мужчину, к тому, чтобы стать более таким платежеспособным, более финансово стабильным, обрести вот эту вот прочную почву под ногами. То есть вы его вылепите, как Пигмалион Галатею, только немножечко у вас здесь смена ролей идет. И вы будете являться тем локомотивом, тем катализатором, который будет той движущей силой, которая ведет ваши отношения во что-то новое и в продуктивное, благоприятное, благополучное будущее. Поэтому у единичек вот такая ситуация. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна за обратную связь. Идем ко второй позиции с вами. Есть ли будущее у ваших отношений? Что сейчас между вами? Что сейчас между вами? Правосудие. Тоже треугольники, что ли? Вы знаете, у многих здесь состояние тупика, у кого-то пауза, у кого-то такая ситуация, когда вот хочется
выйти дальше, хочется куда-то дальше идти, но рутина. Вот уже все перепробовано на том уровне, который вы можете себе позволить. А дальше я не понимаю, что делать. Нет возможности дальше идти, причем это по правосудию. Очень у многих отыграется такое, что, опять же, какие-то обязательства, обстоятельства, кто-то может быть не свободен, но по правосудию есть те загвоздки, те преграды, которые не позволяют вашим отношениям развиваться. Вот рутина, статика. Здесь не разрыв, здесь просто стояние на месте, здесь просто отсутствие движения вперед. Чего хотите вы? Вы знаете, вы хотите, чтобы он принял решение, вам лишь бы сдвинуться с места. Вы уже готовы вроде бы и оставить его. Причем здесь может у вас быть другой мужчина на примете. Это, скорее всего, кто-то из прошлого. Вы уже готовы уйти к этому мужчине из прошлого, оставить того человека, вот, на которого вы сейчас смотрите. Но вы очень ждете того, чтобы мужчина принял решение. Вы устали от этой статики, вы хотите уже, чтобы что-то сдвинулось с места. Врагами вы оставаться не планируете. Вы хотите, чтобы в идеале все было выведено на новый уровень, на некий такой новый виток. Но вы настолько устали, что вы действительно в неопределенности, вы готовы уйти. Да, у вас, скорее всего, есть другой человек на примете, кого вы можете рассматривать в том случае, если тот, на кого мы сейчас смотрим, не дает вам стабильности. А в идеале-то чего хотите? Просто сдвинуть с места все. Вы хотите, чтобы он справился с этой ситуацией. Вы хотите, чтобы у вас были силы. Потому что, понимаете, здесь от вас тоже очень многое зависит. Примет решение мужчина, но здесь от вас тоже очень многое зависит. Вы как будто бы сами также связаны по рукам и ногам, вы как будто бы сами не имеете той возможности для того, чтобы какие-то шаги вперед сделать. Здесь прям вот тупиковая ситуация, когда просто она вас уже утомила. Вы просто устали от отсутствия движения, и вам хочется, чтобы она просто сдвинулась с мертвой точки. Вы хотите одержать победу, причем победа здесь вот любой ценой. Здесь уже, знаете, вот не имеет значения цена этой победы. Хотите, чтобы было по-вашему, чтобы уже просто справиться вот с этим текущим каким-то безвыходным состоянием. А что же хочет он? Что хочет он? Он ничего уже не хочет. Он очень устал. Он понимает, что он сейчас не в силах что-то сделать. Он с удовольствием сделал бы вам шаг навстречу, но он наблюдает за ситуацией. Почему? Что здесь такое с его стороны? Здесь обязательства, здесь обстоятельства, которые не позволяют. Он не видит, как выйти, как вообще решить эту проблему. Он не готов. Посмотрите, 4 пентаклей, он не готов терять то, что он имеет. И вас отпускать не готов. И дальше идти тоже не готов. Он просто медлит, он просто тянет время. А что он выиграет? Что он выиграет? Императрица. Да, здесь у многих несвободный мужчина. Ему хочется быть победителем. Он ждет, что трудности закончатся сами собой. Он, знаете, вот пустил все на самотек. Он не в состоянии что-то делать. Вот он, знаете, пустил, пусть все идет само собой, пусть все идет своим чередом. А будущее-то есть у вас с ним? Действительно, сможет ли это все разрулиться или нет? Есть ли у вас с ним будущее? Во-первых, хочу сказать, что у большинства велика вероятность нового знакомства. Отношения с загаданным человеком, они, знаете, они будут продолжаться, но они какой-то вот такой четкой структуры пока не имеют. Да, здесь чувство, любовь, романтика, продолжение. Вы будете довольны тем, что вы получите. Здесь будет продолжение, но у большинства это будут именно такие отношения, которые не имеют четкого формата, которые мы можем назвать либо любовными, да, либо которые не имеют такой вот именно четкой структуры, как семья, пара, да, вы вместе, вы вроде бы что-то
друг другу даете, вы находитесь рядом, но нельзя никаким словом описать ваш статус, то, кем вы друг другу приходитесь, потому что здесь вот именно такие отношения, которые, да, они есть, они будут продолжаться, но они, знаете, они на основе любви, романтики, но здесь не про стабильность, и виной тому обязательства, и у большинства карта соперницы — это вот та женщина, с которой, вероятнее всего, и связан тот мужчина, на которого мы с вами сейчас смотрим. Благодарю вас. Двоечки, буду рада обратной связи. Идем к третьей позиции. Есть ли будущее у ваших отношений? Итак, троечки. Что сейчас между вами? Троечки. А сейчас у вас все в ваших руках. Мужчина. Смотрите, ну опять у нас все такие позиции сегодня завязаны на том, что есть стабильные отношения и есть ваши отношения. Смотрите, император, либо вы при императоре, да, вы не свободны, либо мужчина здесь в другой семье. Абсолютно не исключаю того, что смотрите на своего мужа, но в любом случае здесь мужчина не знает, что ему делать, не знает, какой выбор сделать. С одной стороны, все в ваших руках, но идет непонимание, чего я хочу. Все может быть, по-моему, я действительно могу сделать этот выбор, но я не знаю, какой выбор хочу сделать именно я. Да, здесь семья, семейные карты. Карта ожиданий. Здесь желание понять себя, потому что то, что происходит между вами, кажется каким-то сном, некой такой иллюзией, такое ощущение, что вот все происходит как во сне. Чего хотите вы? Вы хотите стабильный статус, вы хотите быть постоянной спутницей, вы хотите идти вперед, вот именно как команда. Вы хотите, чтобы ваши отношения развивались. Самое главное, чтобы вы были на своем месте, чтобы сказали, вот ты моя жена, ты моя женщина, ты моя любимая, чтобы вас как-то идентифицировали, хоть чтобы вас как-то определили и дали вам в руки необходимые вам полномочия, да, то есть я хочу это, хорошо, делай это. А что хочет он? Что хочет он? А он с удовольствием побудет в треугольнике. Он с удовольствием не будет никуда ничего двигать и развивать. Ему нужна семья. Здесь, скорее всего, смотрите на женатого мужчину. У большинства отыграется то, что мужчина не свободен. И он не собирается ничего менять. Он терять вас не хочет. Он с удовольствием будет в треугольнике, его все устраивает, потому что семья – это то, что у него есть. А чего от вас-то хочет? Чего? Почему он к вам так привязан? Во-первых, вы можете владеть какими-то тайнами. Вы можете какие-то, знаете, вот знать точки, на которые нужно нажать, и в которых он от вас зависим. Страсть очень сильная от вас. По отношению к вам страсть. Очень вас ценит. Вы знаете, вы для него как талисман. Вы ему нужны, вы его заряжаете необходимой ему энергией. Не скажу, что ту женщину, которая является вашей соперницей, да, то есть свою супругу, не скажу, что он ее любит. Здесь ценность именно в семье. Дети, родственники, статус. Но необходимые эмоции даете ему именно вы. Давайте посмотрим будущее, есть ли у ваших отношений. Да, есть будущее, но оно в романтичном формате. Карта повешенной, смотрите. Здесь повешенный очень такой оптимистичный. Он делает такое сальто, очень здоровское, такой кульбит. Ваши отношения не имеют развития, но они будут продолжаться. Да, здесь тупиковая, зависшая ситуация, но взамен на то, что он не может предложить вам стабильность и развитие, он предложит вам нечто большее, гораздо большее. Он предложит вам любовь. Он предложит вам какие-то другие интересные, такие, знаете, как это правильно сказать, награды
за то, что вы даете ему те эмоции, в которых он нуждается. Он будет вас любить, он готов вас любить. Он готов исполнять ваши желания. Но здесь отношения, понимаете, они сколько-то будут длиться, но рано или поздно они закончатся. Причем для вас они безболезненно закончатся. Здесь на тот период времени, пока вы нужны друг другу, вы будете с ним взаимодействовать. Но это будет, опять же, легкий такой формат, в котором люди не имеют какого-то четкого статуса, да, нельзя сказать, кем вы друг другу приходитесь, да, можно назвать вас компаньонами, да, у кого-то это любовники, у кого-то это такая вот коллаборация, такой тандем, когда люди просто вот дело делают общее вместе, да, но тем не менее здесь нет какого-то статуса, нет статуса как муж и жена, нет статуса как жених и невеста, тем не менее необходимые эмоции вы друг другу будете дарить, и цели, которые вы ставите, вы все равно будете вместе достигать. Все, кроме стабильного статуса, он может вам подарить. И любовь, и исполнение желаний, и какие-то такие моменты, которые будут для вас иметь достаточно большое значение, да, достаточно значимы будут для вас на тот период, пока вы с ним будете взаимодействовать. Как только это все надоест, вы очень легко друг друга отпустите. Это будет не больно. Благодарю всех за просмотр, единички, двоечки, троечки. Буду благодарна за обратную связь. Пишите в комментариях, как у кого что отыгралось. До встречи с вами в новых видео.